Ребята, всем привет! Сегодня займемся изготовлением обеденного стола из фанеры на 4 персоны. Ну, при желании можно и 6 человек вместить. Обратите внимание, приобрели мы вот такой лист из фанеры. Размеры у него 152 сантиметра на 152, то есть это такой квадрат. В первую очередь мы его раскроили на две части, обратите внимание, напополам. Значит, первым делом нам надо подготовить крышку для стола. Размер у нас будет метр на 60 сантиметров. Метр это длина его, 60 сантиметров это ширина. Это вполне хватит для 4 персон. Значит, с одного края, обратите внимание, мы отмечаем метр. Переходим на другой край. И здесь также отмечаем метр. Теперь две эти линии нам надо соединить воедино. Теперь ставим вот такую линейку между черточками, которые мы поставили, и делаем вот такую отметку. Чтоб не рвало фанеру, мы берем вот такой это бумажный скотч, малярный вообще скотч называется, в магазине он продается. И теперь по полосе, которую мы отметили, мы прямо в середине этой полосы вот таким вот образом обклеиваем линию. Делается это для того, чтобы фанеру когда мы будем резать, чтобы ее не рвало края. Вот так ее хорошо к полосе притираем. Чем лучше притрем, тем меньше будет сколов на фанере, когда мы будем ее отрезать. Вот так, в принципе, хватит. И аккуратно лобзиком по полосе отрезаем, только не торопитесь. Теперь отмеряем ширину крышки стола. Значит, 60 сантиметров мы с этой стороны отмечаем. И переходим теперь на эту сторону. И 60 сантиметров мы отмечаем здесь. И также проводим линию от одной к другой. И теперь воспользовались линейкой второй половинкой листа, и также полосу проводим от одной линии к другой. И на эту полосу также наклеиваем скотч. И также отрезаем. И теперь скотч сняли, и все равно торцы мы немножко отшкуриваем, чтобы не занести занозы и чтобы было красиво. Такую мисочку или банку, я не знаю. В общем, должно быть у вас диапазон такой круглости. То есть мы будем сейчас закруглять углы крышки стола. Вот так представляем с одной стороны, с другой здесь выравниваем, чтобы оно было по торцам, и по оси проводим полукруглую линию. И таким образом делаем со всех 4 сторон. И также эти все углы мы обклеиваем.
И теперь аккуратно по кругу отпиливаем края. Так, теперь берем шлифовальную машинку. Ну, если шлифовальной машинки нет, придется поработать вручную. В общем, надо наши закругленности сделать более красивыми. И делаем так по всему периметру, то есть не только закругленности, но и вот эти части с тех сторон, с которых мы отрезали, мы также шлифуем. И теперь, чтобы вот эти части у нас не были острые, потому что верхняя часть, она очень острая, сейчас даже можно порезаться. Мы берем также наждачную бумагу и вот таким вот образом мы ее закругляем. Делаем это все по периметру. И теперь, выбрав, какая из сторон будет у нас чистовая, то есть которая будет стоять кверху, ее нужно хорошо зашлифовать. Ну вот мы для себя выбрали эту сторону, она у нас пока такая шершаватая, грязная, и сейчас мы ее будем шлифовать. Ну все, с крышкой от стола мы разобрались. Такая вот гладкая, ровная поверхность у нас получилась после шлифования. Значит, отставляем теперь в сторону крышку и приступаем к изготовлению поперечной устойчивости и ножек. Вот, это у нас квадрат, получается, остаток от половинки фанеры, то, что мы делали на крышку стола. И, значит, смотрите. Теперь, чтобы сделать нам поперечную устойчивость из этого квадрата, нам нужно, длина стола у нас метр, значит мы по 10 сантиметров с одного края стола и с другого отнимаем. И плюс мы отнимаем 1,5 сантиметра, это у нас толщина самой фанеры. То есть у нас чистый размер этого квадрата, длина должна получиться 77 сантиметров, то есть вот эта часть у нас должна быть 77. Мы уже вот обрезали, видно. И другая часть, высота, у нее должна быть 52 сантиметра. Значит, смотрите, ребятки, если вы сильно прям мучиться не хотите, то вы можете просто, ну, единственно, вот эту длину 77 обязательно надо учесть. А здесь вы можете просто-напросто взять, ну, около 20, можно 17 сантиметров, не принципиально, отметить и такую вот прямую отрезать. По вот этой вот длине эта часть у нас будет как раз служить поперечной устойчивости для стола. Ну, если хотите, то можете сделать такой вот резной. Для этого нужно сделать разметки. Ну, сейчас в ускоренном режиме покажем, как мы делали разметку. Если будут вопросы, задавайте их в комментариях под видео. Разметку я сделал. Значит, смотрите, попытаюсь объяснить, как это произошло. Значит, смотрите, синхронно каждую из меток я выбирал ширину и высоту между, вот видите, отметки у меня идут. И потом уже переносил на другую сторону и с этой стороны также ставил метки, переносил обратно. Значит, смотрите, это размеры здесь произвольные, то есть вы можете любые свои размеры делать. И теперь, видите, вот как бы вот
у нас получилась раз отметка, 2 отметка, это именно которую мы будем рисовать. 3 отметка, вот она, видите? Вот 4 отметка, 5, 6, 7 и 8. Вот, это получается мы разметили одну половину. А теперь также, то есть все вот эти размеры, которые мы произвольно делали с этой стороны, то есть выставляли, мы теперь также переносим уже на эту сторону, ставим такие же метки, и потом я покажу, как делаем, как такие вот полукруглые фигурки у нас будут. Ну, в общем, сейчас увидите. Так, ну вот, с той стороны мы метки поставили, разметку сделали, и теперь берем нашу знакомую миску и делаем по разметке, делаем вот такие полукруги. Ну все, ребят, вот такой рисунок получился. Обратите внимание, ну, кое-где вручную подкорректировал. Ну, в общем, вот такой вот рисунок у нас в итоге получился. Вот, теперь также обклеиваем его скотчем. И лобзиком потихоньку, аккуратно это отрезаем по линии. Ну вот, вот такая вот у нас фигура получилась. Вот эту часть мы убираем, а вот это у нас остается поперечная устойчивость. Вот, посмотрите, получается между двумя ножками, вот здесь у нас пойдут ножки с двух сторон, а сверху у нас ляжет крышка стола. Ну, об этом попозже. Сейчас мы снимаем этот самый скотч бумажный и также это все зашкуриваем. И также по площади, после того, как рисунок мы отшлифовали, по поверхности площадь мы также шлифуем с двух сторон, потому что эта часть будет видна со всех сторон. С поперечной устойчивостью мы закончили, и теперь приступаем к изготовлению ножек стола. Ножки у нас будут всего 2, они будут объемные, широкие. Значит, смотрите, ширина ножек у нас будет из учета ширины крышки стола. Крышка стола мы определились у нас 60 сантиметров, а от крышки стола от краев мы отнимаем по 7 сантиметров. Это такой отступ, который не должен в глаза бросаться. Значит, получается 7 сантиметров с одной стороны, 7 сантиметров с другой стороны. Всего 14 сантиметров. 60 отнимаем 14. Получается, ширина ножек у нас будет 46 сантиметров. А высота ножек у нас будет... Значит, смотрите, стандарт от 75 до 80 сантиметров. Это стандарт высоты стола. Значит, определяемся. У нас высота здесь получилась 76,5 сантиметров. То есть мы в нашем случае такую высоту и оставляем. А ширину мы отмеряем 46 сантиметров. Вот. Также потом проводим линию по отметкам и отрезаем. Все, ножка почти готова. Осталось ей придать только форму, сделать такие красивые резные фигурки. Начнем снизу стола. Значит,
мы взяли вот такой вот тазик, у него вот эта вот часть более такая округлая. И берем, значит, определились, что низ ножки у нас будет эта часть. И теперь прикладываем к ножке. Значит, примерно определяемся. Значит, смотрите, вот так вот разбили, вот такая вот глубина среза нас устраивает. Ну, здесь примерно по 8 сантиметров. Значит, с каждой стороны мы отмеряем по 8 сантиметров. Вот раз метка, 8 сантиметров, 2 метка. Вот, проставили. И теперь по меткам мы ставим тазик. Вот. И вот так вот ровно и красиво рисуем вот такую вот полукруг рисуем. Также это обклеиваем и отрезаем. Теперь придаем форму бокам ножки. Значит, смотрите, процесс у нас примерно такой же, как мы делали на поперечной устойчивости. То есть вначале отмечаем, ставим точку по ширине, потом по длине, в точку находим и из этого уже делаем фигуру, какую нам нужно. Я задумал, у нас будет такая вот как волна, хочу сделать. Вот сейчас попробуем примерно такую волну сделать. Если что-то будет непонятно, также под видео в комментариях задавайте вопросы, я объясню. Поехали. Ну вот, метки мы поставили, и теперь при помощи нашей знакомой миски все эти метки попробую соединить, и потом, если где-то что-то нестыковка, подкорректирую уже вручную. Да, ну вот, ребят, смотрите, вот такая вот волна, ну не волна, ну как хотите. В общем, вот такой вот получился, немного вручную подкорректировал. И также это сейчас обклеиваем и отрезаем. А с другой стороны ножки сейчас мы это рисовать не будем, ну потому что, честно говоря, сложновато будет попасть с точностью. То есть, смотрите, мы когда эту часть отрежем, у нас эта часть будет как шаблон. То есть мы потом этот шаблон переставляем на другую сторону, просто обрисовываем и также отрезаем. Вот такой вот у нас получается шаблон остается. Мы также его прикладываем на эту теперь сторону и отмечаем по линии также. И также его отрезаем. То есть у нас одна сторона будет точно такая же, как и эта сторона. Также снимаем скотч, зашкуриваем. После проделанных манипуляций вот такая ножка от стола у нас получилась. Вот, обратите внимание, это у нас низ, ну такая вот красивая, резная здесь по бокам красивая. Вот, значит, теперь что мы делаем? Мы берем эту ножку, берем остаток от листа и прикладываем ножку. И просто-напросто по уже готовому шаблону все это обрисовываем с двух сторон, также обклеиваем и также отрезаем. После проделанной работы вот так вот выложили это у нас все отдельные части на стол. Вот они, две ножки, раз, два, поперечная устойчивость и сама крышка. И теперь приступим к сборке. Так, теперь берем поперечную устойчивость и делаем разметку. Значит, смотрите,
Вот она у нас длина, точнее высота поперечки. Ее нам надо разбить примерно на 3 части. В этих 3 частях у нас будут вкручиваться мебельные болты. Значит, смотрите, у нас здесь общая длина 52,5. Значит, смотрите, от торцов мы отступаем примерно по 7 сантиметров. Меньше не отступайте, потому что может фанера раскрыться. Значит, смотрите, мы ставим метку на 7 сантиметрах, отмечаем, делаем такую метку. Потом отсюда мы тоже отступаем с этого края, тоже где-то около 7 сантиметров. Так, значит, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ставим мы на 45 и делим это приблизительно пополам. То есть, ну, где-то 26,5, вот так вот. Вот, теперь смотрите, эти разметки мы все запоминаем, даже не запоминаем, а записываем. Значит, смотрите, сверху до низу поперечной у нас идут метки 7 сантиметров, 26,5 и 45. Записываем это. 7 на 26,5 и на 45. Вот, и переносим эти метки. Значит, смотрите, вот она у нас здесь метка. Переносим ее на торец. Вот сюда мы ее аккуратно переносим. Все 3 метки. Вот, это будет как раз метка, где мы будем делать отверстие для мебельного болта. Такие же метки на таком же расстоянии мы делаем с той стороны, с того торца. А после разметки с 2 сторон мы ее сделали на поперечной устойчивости. Берем теперь шуруповерт, берем сверло. Сверло у нас диаметр 5. Это как раз под размер обычного стандартного мебельного болта. И теперь ставим поперечную устойчивость ровно. И там, где мы делали метки, вставляем сверло и делаем там отверстия под мебельные болты. Кстати, такой как лайфхак, чтобы не промахнуться, когда сверлом сверлите, чтобы не промахнуться, берете, ну, саморез, гвоздь, неважно, что-нибудь острое, приставляете на метку и немножко забиваете. Таким образом, когда вы сверло уже вставите в отверстие, у вас оно не сойдет с места. Ну вот, получается, у нас 3 отверстия мы сделали, примерно на равном расстоянии мы ее разбили. Вот, с той стороны мы сделали такие же отверстия, и теперь приступаем к разметке ножек. Так, значит, смотрите, одну ножку мы взяли, сверху, не снизу, а сверху ножки, так как мы поперечку тоже размечали сверху. Значит, смотрите, ширина у нас 46 сантиметров, мы делим это пополам, получается по 23 сантиметра, и ставим такую аккуратную метку, сильно не давите. И такую же метку мы делаем внизу стола, также 46 у нас, мы также отмечаем 23 сантиметра, ставим такую меточку, и берем, проводим одну такую линию от одной метки к другой. Вот, тоже такую тоненькую, сильно не давите, чтобы видно было только вам. Вот так вот аккуратно проводим линию, вот она, видите, линия. И теперь те размеры, которые мы размечали, делали отверстия на поперечной устойчивости, ну, помните, которые мы записывали, вот эти вот, мы сверху берем, отмечаем, значит, первая метка у нас на 7 сантиметрах. Ставим отметку, вторая у нас на 26,5, ставим метку, и последняя метка у нас на 45 сантиметров, также ставим метку. На этих метках мы также делаем отверстие шуруповертом. Вот, и такую же процедуру мы делаем на второй ножке, также все размечаем и делаем отверстие.
Ну вот, отверстия мы все сделали на ножках, на поперечке, и теперь приступаем к сборке. Значит, смотрите, берем вот такой шестигранник, или если найдете, вот бита шестигранная, и наживляем мебельные болты в наши отверстия. Только не полностью закручиваем, а немного наживляем. Так нам будет проще прикрутить ее к поперечке. И теперь берем ножку, берем поперечку. Здесь желательно, чтобы было 2 человека, чтобы один держал, второй закручивал. Вот так представляем. Если мы все отверстия сделали правильно, то у нас все должно сейчас сойтись. Вот один наживили, второй. Ну вот, одну сторону прикрутили, и теперь также на другой ножке немножко наживляем мебельные болты. И также прикручиваем, уже в принципе приближаемся к финишу. Так, немножко этот наживили. И последний наживляем. Вот. Кладем крышку, сверху крышки мы кладем каркас стола, кладем вверх ногами. Теперь вымеряем одинаковое расстояние. Значит, смотрите, между вот этим краем должно быть одинаковое расстояние с этим краем. Эта сторона у нас должна одинаково совпадаться с этой стороной. И также мы переходим на этот край стола и вымеряем, значит, эту сторону должна совпадаться с этой, и эта часть должна совпадаться с этой. То есть все 8 сторон у нас должно совпадаться. То есть у нас каркас стола должен быть в середине крышки. Так, ну теперь берем вот такие вот мебельные уголки, они так и называются мебельные, цвета разные бывают, ну вот мы такой взяли цвет, распределяем по площади стола, вот обратите внимание, с той стороны мы делаем это также, берем такие вот сантиметровые саморезы по дереву и прикручиваем каркас крышки стола. Вот такой красивый фигурный обеденный стол на 4 персоны у нас получился. Не хуже, чем магазинный. Теперь его можно залакировать, покрасить, заморить. В общем, как вам нравится, так и сделать. На этом все. Подписывайтесь на наш канал и ставьте пальчики вверх.